Подскажите, финансы не задерживаются в доме, работаем, есть свой магазин косметики, работаю там сама. Муж работает, а финансы не задерживаются, не получается никак товарооборот. В конце месяца по отчету заработок есть, а живем как сквозь пальцы, прошли деньги, хотя что-либо не тратим. Как сделать эзотерически так, чтобы финансы задержались и приумножились? Может, блокировка на финансы у нас есть? Уже не знаем мы, что думать. Спасибо за ответ. Всего вам самого доброго, вам и вашей семье. Спасибо. Финансы не задерживаются в доме. На этот вопрос тоже есть ответ. Я всегда говорю такие слова. Наши финансы и наша семья, они между собой связаны. Именно поэтому часто холостые, одинокие мужчины или женщины не могут зарабатывать деньги так, чтобы они складывались. Почему? Прообраз нашей семьи — это прообраз аккумулятора. Если есть в семье аккумулятор, такой аккумулятор будет работать и в бизнесе. О чем я сейчас говорю? Смотрите, что заставляет человека прийти домой? Обратите внимание, бежит или бегит ли человек домой после окончания своей работы? Хочет ли человек дома находиться? Насколько человеку комфортно дома находиться, и он наслаждается? Посмотрите, есть ли у человека, который работает, возможность дома отдыхать? Появляется ли от совместного проживания в семье радость внутренняя? Есть ли вот это интимное тепло между мужчиной и женщиной в семье? Если эти качества увеличиваются, и они увеличиваются за счет заботы друг о друге, разговоров и поддержки друг друга, если у человека будет желание лететь домой на крыльях, если человек стремится домой, вот вчера я ехал и говорю, говорю шоферу, давай заедем купим сыра, а потом у меня тяга, я хочу домой к жене и детям, понимаете, я говорю, не надо мне никакого сыра, поехали домой, я хочу как можно быстрее доехать в семью. Вот в случае, если такая тяга есть, в случае, если дома нет скандалов, бесконечных выяснений отношений, криков, ругани, выяснений отношений, кто прав, кому что принадлежит, надутых щек, я не знаю, надутых губ. Если дом — это выживание, если друг от друга устали и все хотят разбегаться в разные комнаты, знайте, в бизнесе накопления не будет. Почему? Отсутствие уюта в семье блокирует накопление денег от бизнеса. Я хочу еще раз вам сказать, если в семье есть уют, если есть чистота, теплота, поддержка, радость, обнимание, целование, взаимная поддержка, вкусная еда, я не знаю, радость какая-то, которая формируется, или которые там друг друга не воспитывают, а держатся за ручки, тогда эти деньги будут накапливаться. Если дом — это место, где проводятся, бычьи бега, корриды постоянно, и вместо один из людей является тореадором, а второй разъяренным быком, то тогда о деньгах в бизнесе можно забыть. Тогда есть смысл расходиться, искать нового партнера и после этого заниматься бизнесом. Я еще раз вам хочу сказать, бизнес и накопление в бизнесе — это лакмусовая бумажка хороших отношений и уюта в семье. Вот почему в доме должна лежать красивая скатерть, о чем я все время говорю. Поэтому необходимо кушать с красивой посуды, необходимо держаться за ручки, необходимо даже иногда выпить вина, там вкусный сыр съесть, поиграться с детьми, поизучать какие-нибудь песни или попеть песни, включить музыку, потанцевать. В доме должны находиться цветы, старайтесь делать так, чтобы стены были не облезшими, обращайте внимание на то, где вы живете. Это же очаг, помните, есть такие слова, очаг семьи. Очаг родни, родительский очаг, родительский дом, куда всегда всех тянуло. Посмотрите на успешных людей, зайдите к ним в дом, у них всегда будет приятно находиться. Возьмите людей, у которых нет успеха, которые несчастные, бедные, обделенные, придите к ним в дом, и вы всегда увидите разбитое все. Заржавевший унитаз, облезшие стены и так далее. У меня была такая ситуация, когда-то приехал в съемную квартиру,
И мне устраивала стоимость, и после этого я занялся ремонтом. Хотя знал, что в этой квартире я буду жить ровно там полгода или год, потому что собирался уехать в другое место. И мне хозяйка говорит: Андрей Андреевич, я вам не заплачу за то, что вы этим занимаетесь. Я ей говорю: это не важно, я это сделаю для себя. Она говорит: странный вы человек. Конечно, странный. Я не хочу жить в сраче. Я хочу жить так, чтобы у меня были мои красивые тарелочки, на мне была чистая одежда, чтобы дети мои были ухожены, чтобы у жены были чистые волосы и хорошо пахло изо рта, чтобы от моих детей хорошо пахло, чтобы дети были все наглажены, чтобы все было хорошо. Понимаете, это создает уют. А уют в доме или в семье создает в дальнейшем магнит, который и в дальнейшем принесет материальное благополучие. Понимаете? Кто бы не верил в это, начните с этого. Очень рекомендую. Нельзя жить, допустим, в съемной квартире, где там червяки, тараканы, где собаки мимо унитаза какают, я не знаю, в ржавый унитаз, где вокруг все воняет. Нет возможности нанять кого-то, чтобы это делали. Нужно делать это самостоятельно. Закатать рукава и сделать так, чтобы нравилось то место, где ты живешь. Надо дать практику, чтобы голова не болела. Отворачивайтесь, представляете, будто ваша голова — это белая лампочка. Голова болеть не будет. Вот и все. Вообще очень хорошо помогает вьетнамская звездочка. Намажьте руку вьетнамской звездочкой. И в случае, если голова болит у вас во лбу и в висках, намажьте лоб. В случае, если болит затылок, намажьте затылок. Смотрите, лоб болит — низкое давление, затылок болит — высокое. Когда, допустим, говорят люди: Андрей Андреевич, Андрей Андреевич, что вы можете сказать, почему человек болеет, допустим, можете ли как-то это объяснить? Что это такое? Дело в том, что вот, допустим, смотрите, вы живете в семье и начинаете злиться на ребенка. Смотрите, когда человек злится на другого человека, что он гипотетически от него хочет? Иногда хочет ли он этого человека ударить? Вот очень часто, допустим, вот сегодня ехал я на машине, и за рулем был мой водитель. И водитель как-то неправильно там, как-то кто-то его там подрезал и так далее. И вот он говорит мне, а вот взять бы и наказать этого человека. Я ему говорю: слушай, а ты бы как хотел наказать? Он говорит: в морду бы ему дал, в морду бы дал ему и заставил бы ездить правильно. Что он вот так вот нарушает? Побил бы его. Я ему говорю: то есть ты считаешь, что ты бы получил удовольствие от его боли, правильно? Он говорит: да. Зачем бы ты его бил? Что такое бить другого человека? Это испытывать наслаждение от того, что кому-то больно. Согласен с этим? Он говорит: да, Андрей Ильич, очень правильно. Он говорит: вы мне это говорите, и мне даже приятно. Я говорю: видишь? А теперь посмотрите, любое проявление агрессии, когда человек, допустим, говорит: козел, дурак, матом ругается, когда человек говорит ну ты урод, и так далее, или когда вы идете, толкнули кого-либо, когда вы там кому-то что-то сказали плохое, когда вот сделали поступок, который расстроил людей и так далее, то вы становитесь должниками, потому что те люди, которые вам желают зла, они желают вашей боли. И потом у вас развиваются заболевания, которые приводят к тому, что эта боль появляется у вас. Представляете? И вы эту боль, испытывая, как бы выплачиваете тем, кто от вас этой боли хотел. Да, вот так. Но здесь еще такой нюанс. Мне могут сказать, допустим, такие слова: Андрей Андреевич, а как же правители? Допустим, есть такие правители, руководители целых стран, которые запросто убивают людей, которые запросто отправляют кого-то на войну и так далее. В этом всем нам поможет Библия. Когда вы открываете Библию, вы очень часто читаете в Библии о жертвоприношениях. И вот эти жертвоприношения — это настоящие религиозные обряды, которые помогают избавиться чужой кровью за ту кровь, которую желает от вас. И часто очень те люди, которые находятся в правительстве, являются руководителями или участвуют в обрядах, и эти обряды, которые связаны с жертвоприношениями. Да, это самые настоящие жертвоприношения крови. То есть называют этих людей, с которыми проводят эти обряды, они могут быть и без крови. То есть это там расчленение животных, выпускание крови с посвящением. Пусть те, кто хотел от меня крови, получат эту кровь. Пусть те, кто хочет от меня боли, получат эту боль. Да, это все жестко, но это зато честно.
И здесь такой вариант, знаете, если вы не являетесь как бы, или это все может быть завуалировано эзотерически, то есть это может быть там, допустим, с использованием элементов религии. Помните слова «берите тело мое, пейте кровь мою», а что это еще такое? То есть делается так, обращаются к религиозному руководителю. Религиозный руководитель молится за человека, который сделал много гадостей и плохих поступков. И люди со всего мира, допустим, хотят у этого человека его крови, его боли. И этот человек, который религиозный деятель, он начинает проводить обряд такой и говорит во время проведения этого обряда: пусть вся боль Иисуса Христа и пусть вся боль тех людей, которые шли за Иисусом Христом, всех, и дальше перечисляет там таких святых, таких святых и таких святых, пусть эта боль вся уйдет и будет выкупом этого человека тем людям, которые вот хотят от него боли. Пусть вот эти святые этой болью выкупят, потому что этой боли было много, их жизнь, их святость была не бессмысленным занятием, и эти жизни были на самом деле необходимы, они это знали, это эволюционно необходимо было. Таким образом, как бы происходит выкупание этого человека, именно поэтому люди, которые имеют высшую верховную исполнительную власть, они очень часто дружат с такими людьми, которые могут проводить вот такие реальные обряды, реальные религиозные обряды. Для обычных людей это обычная тайна, но это как бы мы рассматриваем с позиции христианской религии и множественности толкований и множественности объяснений произведения обрядов, которые есть в христианской религии, и описаны они в Библии. Бог наказывает людей, которые блокируют энергию внутри себя и внешне. Внутри обычно это обиды. Внешне это, если есть предложение, то нужно обращать на это внимание. Это как праздничный стол. Человека приглашают за праздничный стол. Если часто его приглашают, и он отказывается, ему больше приглашения не идут. Точно так же и здесь. Бог наказывает людей, которые блокируют поток энергии. Именно поэтому, если вам идут какие-то предложения, обязательно отвечайте на эти предложения. Даже ответом нет, но не игнорируйте. Дальше. Почему человек ворчит? Такой вопрос задали в Facebook, я могу ответить. Это первые признаки того, что на него очень влияет энергия времени. Когда человек начинает ворчать, на него влияют капли времени, и это говорит о том, что этот человек стареет. Мы стареем. Когда же мы стареем? Давайте отвечу и на этот вопрос. Человек стареет в тот момент, когда он не отдыхает. Как быстро постареть? Не отдыхать. Каким образом нам необходимо отдыхать? Нам необходимо отдыхать чувственно, физически и умственно. Именно поэтому я хочу вам сказать, самый лучший отдых — это когда нет телефона, нет бизнеса, нет еды, нет семьи, я не знаю, ничего нету. На что это похоже, если нет бизнеса, нет еды, нет семьи, нет информации? На что это похоже? Это похоже на больницу. Поэтому едьте в больницу, заказывайте койку, ложитесь и отдыхайте. Ура! Поэтому, что необходимо? Обычно ворчащий человек начинает болеть, после этого у него поднимается давление, а как известно, от сердечных заболеваний умирает самое большое количество людей. Первые признаки сердечных заболеваний — это ворчание человека. Это я говорю как человек, занимающийся тибетской медициной. То есть в случае, если человек ворчит, то этого человека необходимо сразу же отправить на обследование сердца, измерить ему давление и положить его на больничную койку. Не посещать его, не кормить, забрать у него телефон так, чтобы он отдохнул. Отдых — это самое важное. Именно поэтому я все время говорю, старайтесь отдыхать не информационно. Дело в том, что сейчас люди, особенно молодые девушки, начинают привыкать жить с телефонами в постели. И я могу сказать, что это большая глупость. Дело в том, что если вы днем работаете, вечером работаете, по ночам в телефон этот смотрите, вы не отдыхаете, очень быстро стареете. Вот оно вам надо. Что гораздо важнее смотреть и загружать себе информацией, чем отдыхать. Пожалейте себя, научитесь отдыхать. Отдых — это выглядит так. Вам положено 7 часов сна, уберите телефоны, уберите любое общение.
покупайтесь, лягте в постель, не читайте никаких книжек, ни о чем не думайте, отвернитесь и спите. Не нужно себя перегружать, загружать, иначе будут появляться морщины на щечках. А потом необходимо будет делать подтяжки, ботоксы и все остальное. Недавно у меня была встреча с интересным человеком, его зовут Виталий. Виталий, в случае, если вы смотрите, привет. Я надеюсь, наша встреча была вам полезной. Он достаточно богатый человек, очень умный человек. И вот он мне говорит: Андрей Андреевич, я никак не могу понять, вот почему у меня не получается в жизни увеличивать материальное благополучие, в чем основная моя проблема и так далее. Я ему задал несколько таких корреляционных, корректирующих вопросов, как я обычно это люблю делать. Я ему задал следующие вопросы. Первый вопрос звучал так: для чего мы зарабатываем деньги? Ответ был такой: ну для того, чтобы, ну и дальше, знаете, у каждого человека приблизительно одна и та же идея, чтобы дом купить, чтобы дети не голодали, чтобы иметь свободу. А я ему говорю: а что это такое в итоге? Может ли это все объединиться в одно слово? Какое это слово? Он говорит: это слово не знаю. Я говорю: давай я тебе это слово скажу. Это слово комфорт. То есть каждый человек ищет возможности комфорта. То есть человек стремится к комфорту. Вы представляете, все пути зарабатывания денег, там, что бы человек ни делал, он это делает ради комфорта. Комфорта своего внутреннего, комфорта своего тела, комфорта своей души, комфорта своей головы, не знаю, комфорта вокруг себя. То есть обычно все, что мы делаем, это все делается заради комфорта. И тут сразу же такая идея. Попробуем создать некую формулу. Смотрите, я работаю плюс я работаю равняется комфорт. Математически это можно условно выразить так. 3 плюс 2 равняется 5. А теперь условно мы делаем так. 5, что с одной стороны только в виде плюса, это я работаю плюс я работаю, равняется для комфорта, равняется комфорт. То есть 5 моя работа равняется 5 мой комфорт. А теперь давайте их поменяем местами. Развернем их вверх тормашками. Что у нас получится? У нас получится комфорт равняется работаю. И что будет? Смотрите, как смешно это все выглядит. Смотрите, я работаю, чтобы зарабатывать деньги. А для чего я зарабатываю деньги? Чтобы получить комфорт. А теперь гипотетически предположим, что мы формулу поменяли вверх тормашками. И у нас получится 5 с другой стороны, а с правой стороны равняется 3 плюс 2. И вот что происходит. Допустим, 3 плюс 2 это $3000 плюс $2000. А здесь много комфорта, который мы смогли получить за эти деньги. И сейчас смотрите, а в случае, если гипотетически человек начнет увеличивать свое состояние комфорта, и он начнет это делать, начиная из середины себя. То есть он начнет находить в себе, в середине себя состояние, при котором он перестанет злиться на окружающих людей, перестанет нервничать на окружающих людей и начнет находить комфорт. Не торопиться вставать, там радовать себя тем, что там поел вкусно, не торопиться там ругаться, находить возможности там полежать, находить возможности отдыхать, слушать музыку приятную, не изматывать себя. И получится вот что. Оказывается, что тайная формула тех же денег может выглядеть так. Путем увеличения своего внутреннего и внешнего комфорта можно увеличить естественное поступление в нашу жизнь большого количества материального благополучия. Вот так. Именно поэтому я за то, чтобы человек мог найти в себе состояние комфорта и перестал себя уничтожать и истязать, как обычно это люди делают. Очень часто человек говорит: мне некомфортно ходить, я не хочу этим заниматься. Нет, это неправильный путь, он приведет к бедности. Потому что чем меньше комфорта, тем меньше вам будут давать возможности зарабатывать. Потому что получается, вы зарабатываете для того, чтобы комфорт был. Таким образом, и на комфорт необходимо тратиться. Для того, чтобы комфортно чувствовало ваше тело. Почему, когда человек хвалит, все портится? Когда человек хвалит другого человека, это называется сглаз. Как это устроено? Обычно, когда человек хвалит другого человека, он надевает на него ментальную сеть.
Как это происходит? Женщина подошла и говорит: ой, какая красивая у тебя дочка. После этого пришла домой и говорит, это условно одела сеть на дочку. Потом домой пришла и начинает говорить: надо же, почему у нее такая красивая дочка, у меня дети не получаются, а моя вот такая придурастая. И после этого она как бы обратно эту сеть тянет себе в грудь, не понимая этого. Эта сеть проходит сквозь ребенка, разрывает его энергетическую структуру, нарушая его энергетический баланс, приводя к тому, что у этого ребенка появляются проблемы со здоровьем, психические проблемы, нервное состояние и так далее. Как избавиться от этого? То же самое происходит, когда человек, допустим, там еду приготовил, там, кстати, человек еду приготовил, и женщина пишет: надо же, если кто-то похвалит, еда скисает. Потому что человек не может эту еду поесть, вы его не угостили. Или угостили, он ее съел чуть-чуть, а пришел домой и говорит: ну почему моя жена так вкусно не готовит? Почему вот эта женщина так вкусно готовит? Почему вот так? И еда точно так же одевается на еду ментальная сеть, проходит после этого через эту еду, дробит ее энергетически, она становится уже не частью единого целого и становится пропавшей, как бы энергетически становится засоренной. Как можно этого всего избежать? Существует самый простой способ. Вот это, то, что одевается, это называется ментал. Ментал убирается астралом. Что такое астрал? Астрал — это то, от чего человек нагревается. Итак, самый простой метод сделать так, чтобы человек, который восхищается, не делал вам зла. В момент того, когда он восхищается, начинайте смеяться. То есть выглядит это так: ой, какой у тебя хороший ребенок. Вы говорите: да, ха-ха, такой хороший. Или: ой, какая еда. Вы говорите: да, ха-ха, такая еда хорошая. Я вообще так хорошо умею готовить, мне так нравится. Ну вот так пусть все думают, что вы чуть-чуть чеканутый. Или чеканутая. Ничего страшного. Зато у вас еда не будет портиться. Вообще самый простой способ очистить от зависти свою квартиру. Встать, взяться за руки или сидя начать смеяться. А-ха-ха-ха. Или плакать. О-ха-ха-ха. Потому что и во время того, когда человек плачет, и во время того, когда он смеется, у него выделяется астрал. Астрал — это огонь. Астрал растапливает и разрушает любой ментал, так как ментал — это лед или сеть льда. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, когда дело СНГ, заметила типа огромного глаза, как наблюдает за мной, когда смотрю в мою сторону. Что это может быть? Вы видели когда-нибудь иконы? На иконах видели когда-нибудь изображение пирамиды и там глаз? Называется это всевидящее око. Вот это всевидящее око — это энергия. Так человек видит какую-либо энергию. Если человек, который занимается эзотерикой, просматривает человека, то очень часто видит у человека глаз на уровне груди и глаз на уровне правой стороны живота. Вот этот глаз правой стороны живота обозначает энергию человеческую, горячую, а глаз в груди — энергию чувственную. Вот так мы это видим. Но видение проявляется в разных таких идиоматических проявлениях, когда мы видим. Один из мужчин задал мне такой вопрос: Андрей Андреевич, я не верю в то, чем вы занимаетесь. Я считаю, что у человека нет опыта прошлых жизней, потому что не было прошлых жизней никаких. То есть обычно теософы, которые занимаются эзотерикой христианства, они обычно, одна из идей такая, которая должна разрушить идеи индусов, а также идеи, индуизма, идеи буддизма, они звучат так: а ну-ка вспомни прошлую жизнь. Не можешь, потому что ее не было. Именно поэтому мы должны прожить эту жизнь, потом попадем в ад или в рай. Я хочу сказать, что нет, оказывается, это неправда. И почему? Дело в том, что опыт прошлых жизней сохраняется у человека. И он проявляется в виде характера. Когда ребенок рождается, у каждого из этих детей есть уже четко сформированный характер. Один ребенок может кричать, другой ребенок может быть послушным, третий ребенок гладит мамочку, четвертый ребенок обожает покушать, третьего не запхнешь и так далее. То есть у каждого ребенка в момент рождения в первые дни проявляется ярко характер. Я это утверждаю как человек, который имеет 5 детей. И, конечно же,
Я могу на 100% сказать, что каждый ребенок рожден со своим характером и уже с первых дней, с первых месяцев своей жизни проявлял этот характер. Разве это не является доказательством того, что человек перерождается, имея уже свой характер? А это является опытом прошлой жизни, характер. Тогда вопрос, почему же мы ничего не помним? Ответ тоже есть. Дело в том, что давайте вспомним что-то, что было у нас в этой жизни. Буквально вчера я общался с одной женщиной, нечаянно, и говорю, ну, как ваши дела? И она мне начала. Вот как сейчас помню, в 70-м году, когда я его влюбилась в него, он меня обманул, с детьми моими оставил, а я переехала в квартиру, а там была у меня тетка, эта тетка меня во всем обвиняла, обижала. Потом этот дядька начал ко мне приставать, я со временем родила от него ребенка. Моя жизнь всегда была такой тяжелой, то там работала, меня обвиняли, то там, дети мои не могут устроиться, все очень плохо. И я ей говорю, у вас есть в памяти хоть что-то хорошее в жизни? А нет, Андрей Андреевич, в моей жизни было все только плохое. Ну а долги там и так далее, вам много делали плохого? Да. А вы что-нибудь делали, у вас совесть за что-то мучит? Ну да, есть там, конечно, я тоже была где-то не права и так далее. Ну вот смотрите, если за одну жизнь человек имеет воспоминания, и эти воспоминания только негативные, то разве не является доказательством того, что Бог обожает людей, то, что Он им при перерождении стирает память? Почему? Ну, вы представляете, я буду иметь память о всех плохих поступках или всех плохих моментах, которые у меня были в прошлой жизни, в позапрошлой жизни и так далее. Там Костя обижал, там Леночка обижала, там Петя обижал, там мальчики в школе обижали, там эти обижали. Естественно, если я буду перерождаться, я буду сильным, возможно, более молодым, начну искать этих стариков, которые меня обижали в прошлой жизни, когда мне было 12. И начну их, как говорил один из президентов наших стран, мочить в сортирах. Ужас. Поэтому я не знаю, какая там у кого религия. Моя религия заключается в том, что мы перерождаемся. Мне в свое время не нужно было обучаться. Дело в том, что я в очень раннем возрасте вспомнил свои прошлые жизни. И знания, мне повезло, в прошлых жизнях был религиозным фанатиком. И достаточно большое количество времени уделял как раз эзотерике, магии и так далее. Я могу сказать, что со временем, когда ко мне вернулась эта память, и вернулись идеи, вернулись знания, я даже помню, кто-то меня обижал, это было и в немецкое время, там, и не в немецкое и так далее. Я могу сказать, что жизнь была непростая, и каждая предыдущая жизнь, она была хуже, чем каждая следующая жизнь. То, чего не хватало в прошлой жизни, реализовалось в первой половине этой жизни. Чего обычно не хватает религиозному деятелю? Ему не хватает интимных отношений. Это реализовалось в первой половине моей жизни, ну, в общем-то, сполна. Кстати, я сегодня скажу, как я отношусь к интимной жизни. Это тоже был такой вопрос. Все-таки закончу. Может ли знание прошлых жизней дать человеку удовлетворение от того, что он живет в этой жизни? Ответ такой: нет. Потому что любые знания прошлых жизней включают у человека информационный голод, потому что постоянно чего-то недостаточно. Также я могу вам сказать, что все меняется наоборот. Если в прошлой жизни вы хорошо рисовали, то в этой жизни, для того, чтобы вы как алмаз имели разные грани, у вас таланта к рисованию не будет, он будет полностью закрыт. Так вот, я хочу вам сказать, чем заниматься в жизни или как выбрать свой истинный путь. Если вы категорически ненавидели литературу, начните изучать литературу сейчас. В случае, если вы категорически не умеете рисовать, начните рисовать. У меня была женщина, я когда-то в Москве проводил семинары, это было 20 лет назад, представляете, как давно я начал, даже не 20, а 24 года. Они назывались соционика, я проводил их, насколько я помню, по-моему, станция метро «Теплый стан», а потом уже второй раз, это и третий вместе с Гулько.
это Юрий Лонго. Я проводил тогда с ним семинары эти, ну, я как бы не с ним, а он продюсировал, а я там выступал. И мои семинары были посвящены социологии и соционике. И на одном из этих семинаров появилась эта идея, о которой я сейчас говорю. Это идея того, что заболевание можно убрать у человека, если он реализует задачи из прошлой жизни, которые заперты в нем. Ко мне подошла женщина и говорит: Андрей Андреевич, я хорошо живу, у меня муж, и у меня сейчас тяжелейшее заболевание. Нашли у меня кисту в моей груди, она опухолевидную форму имеет, гистологические исследования, цитологические исследования говорят о том, что это онкокарцинома, и я скорее всего умру, потому что уже это все затянуто, сейчас операцию мне собираются делать. Андрей Андреевич, что мне сделать, а женщина молодая? И я ей тогда сказал слова такие, хочу повторить, сейчас, секунду. Я ей тогда сказал: скажите, что вы больше всего в жизни не умеете делать? И она мне тогда говорит: больше всего в жизни я не умею рисовать. Я ей сказал, Ира ее, по-моему, звали, это та женщина, которая нарисовала эмблему эмблему Олимпийских игр в Сочи. По-моему, Ира ее зовут, она живет сейчас в Канаде. Прошло много-много лет, и 23 года. Она со мной связалась ВКонтакте, она написала: Андрей Андреевич, я вас узнала, когда вот нас было 5 девочек, я была среди этих девочек, и вы со мной общались и сказали, что я избавлюсь навеки от своего заболевания, если я начну рисовать. И я начала спешно или очень быстро проходить всевозможные курсы, насколько это было возможно, по рисованию. На сегодняшний день, за 23 года, я стала известным художником. У меня очень хорошо получается рисовать даже портреты, хотя в самом начале это было очень тяжело и невозможно, по моему мнению, потому что я не могла даже красиво писать. То есть я могу... И я хочу вам сказать, что вы спасли меня от того заболевания, которым я болела, потому что спустя всего там 2 или 3 месяца, когда мне начали проводить исследования, опухоль как бы сама по себе сошла. И когда я начала делать первые мазки или первые рисунки, там начала этим заниматься, отвлекалась, то в какой-то момент заметила, что меня грудь не беспокоит. Когда же я обратилась все-таки к врачу, оказалось, что у меня опухоль уменьшилась. Потом, когда сделали повторные исследования, то динамика заметно улучшилась, и сказали, что можно не выполнять операцию, что достаточно пройти химиотерапию, от которой я не отказалась, и в дальнейшем с опухолью вопрос был решен. Ну, где-то такая история, она правдивая. Фролов, правда ли, что до рассвета наиболее эффективное время для эзотерики? Да, это наиболее эффективные эзотерики, потому что об этом сказал Садгуру. Но на самом деле утро это самое эффективное время для того, чтобы запоминать и изучать тексты. Обед самое эффективное время для того, чтобы чувствовать и влюбляться. И вечер самое эффективное время, чтобы лечиться. Именно поэтому вечером хорошо поститься для того, чтобы лечить свое тело. Обед влюбляться в кого-нибудь и обниматься. И утро, чтобы запоминать. Утро самое лучшее время для обучения. Если встать в 5 часов утра и начать учить английские тексты, то у вас шансы выучить 100 английских глаголов гораздо больше, чем вечером. Начните читать книгу утром и начните ее читать вечером перед сном. Так вот, когда вы будете читать вечером перед сном, будете засыпать. Когда-то писал мне человек: Андрей Андреевич, почему я читаю какую-нибудь литературу и меня это утомляет, и я быстро хочу засыпать? Что это? Это говорит о том, что вам необходимо в более раннее время начинать изучать литературу. И это говорит о том, что вам нужно увеличить количество сна. Вы не досыпаете. То есть для того, чтобы литературу читать и понимать, необходимо спать больше. Вот и все. Далее. Несколько слов о тех людях, которые пришли сейчас на наш марафон и в данный момент прикованы к постели. Это парализованные с рассеянным склерозом, это парализованные на фоне тяжелейших протекающих заболеваний и так далее. Вот то, что я сказал для вас. Именно это и может помочь вам избавиться от данных заболеваний.
Я говорю это серьезно. Вот таким образом молитесь, когда ничего ничего не помогает. Но не молитесь к Богу, обращайтесь к своей душе. Говорите, я буду добрее. Сначала хвалите душу, говорите, ты моя прекрасная, ты моя тонкая, ты моя теплая, ты объединенная с Богом, ты купаешься в вечном блаженстве. Я прошу тебя, помоги моему телу избавиться от заболеваний. Пусть мои ножки начнут ходить, пусть ручки начнут подниматься. А я в свою очередь своим сознанием и своей душой буду стараться максимально радоваться жизни, максимально не злить людей, которые рядом, максимально создавать состояние радости, создавать состояние внутреннего наслаждения, даже если мне плохо. Да, это путь восхождения, когда из пепла возрождается новая птица, и эта новая птица — это новое духовное сознание, это новое духовное понимание вещей, это новая внутренняя духовность. К ней нужно стремиться. Если вы болеете, только она имеет вот такую мощную силу помочь нам справиться со всеми болезнями. Иначе мы становимся как безумные вредные хомячки, которые злятся на весь мир, которые не хотят есть, которые ударяются лбом об банку, которые там орут, откусывают себе ноги, там рвут на себе шерсть и не могут никак понять, почему Бог их не слышит. Потому что они злые, понимаете? А если бы они были добрые, игрались бы с листочками, то тогда божественная рука влезла бы в банку и позволила бы им выйти и играться, бегая по руке и так далее. И это наблюдательное существо давало бы им лучший корм и помогало бы им расширять эту баночку и так далее. Мы приблизительно в таком же мире живем. Мы хомяки, находящиеся в банке, на которые смотрит бесконечная благость в виде бесконечной божественной энергии. Добрый день, Андрей Андреевич. Скажите, большое перерождение, интересная тема. Почему рождаются мертвые дети? Но все очень банально. Когда человек рождается, то у него есть некий такой закон, написанная дата его жизни и дата его смерти. Она уже прописана в нем. И когда человек живет на протяжении своей жизни, то в тот момент, когда он доживает, он может скоропостижно скончаться. То есть он может скоропостижно скончаться, допустим, от того, что он там убили его, или от того, что даже не так. Он может не скоропостижно скончаться, а закончить жизнь самоубийством. И он может, допустим, не дожить до момента смерти, там 20 минут, допустим, через там, если бы ему не делали операцию, то он бы дожил, допустим, на год больше. А так ему сделали операцию, он умер на год меньше. И ему необходимо в следующей жизни этот год дожить. Поэтому он рождается ребенком, год проживает и умирает. И спасти такого ребенка невозможно. Таким образом происходит астральное завершение круга прошлой жизни. И в следующей жизни человек рождается полноценным. И его жизнь полноценна полностью. Он будет проживать полностью отпущенный его период. Почему есть цикл перерождений? По моему мнению, это является элементом эволюционного обучения человека. Каким образом происходит эволюционное обучение? Если человек не видел сникерс, то он не сможет хотеть сникерс. Именно поэтому я всегда говорю, что все, что человек придумывает, все, что человек видит, все, что человек или то, о чем человек думает, это все уже существовало или дается ему, чтобы он это знал. И это все связано еще и с чувствами. Так в одной жизни человек будет убивать людей, в другой жизни он поймет, его будут убивать. И здесь все связано вот с чем. Допустим, человек подписал договор какой-нибудь, согласно которого убили 100 человек. В каждой своей жизни он будет доживать до определенного возраста, и его будут убивать, или он будет умирать от какого-нибудь заболевания. И так 100 раз. Таким образом, он умрет 100 раз в своих следующих жизнях, пока вот свою миссию или пока вот этот весь процесс не переработает. Так в нашей жизни устроено, что в одной жизни мы рождаемся для того, чтобы быть гарантированно там негодяями, потом мы обучаемся в следующих жизнях, что мы не хотим быть негодяями. Я, конечно же, хочу вспомнить эти слова, которые в свое время говорил великий человек Иисус Христос. Он говорил там о
о заповедях, и он говорил: не убей, не укради, там, не возлюби ближнего, возлюби ближнего своего и так далее. Наоборот, чуть спутал. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что в то время, когда он жил, это было чрезвычайно актуально, потому что, видимо, мир дошел до такой точки, что убийство другого человека это было естественным процессом. Но это делали из-под тишка, это делали еще как-то, и, видимо, делали это без угрызений совести. Когда он об этом сказал или объявил, то таким образом, наверное, произошло эволюционное перерождение. И тогда, наверное, со временем, когда люди перерождались, то у них исчезало такое желание. И, конечно же, сейчас, когда мы живем, у людей уже не появляется желание кого-либо убивать просто так. Хотя, наверное, во времена, когда повествовал Иисус Христос, то наверняка тогда дети рождались, и у них было желание убивать других людей, и у них было желание воровать с самого рождения и так далее. Но мы уже настолько эволюционировали, наша вся система настолько эволюционировала, что мы уже, как бы рождаясь, уже не подразумеваем убийство другого человека, у нас уже не появляется желание взять чужие вещи, и даже без обучения у ребенка не появляются такие желания. Есть этому доказательства, есть социальные эксперименты, которые доказывают то, что если ребенок не изучает никакую религию, у него все равно не появляется идея воровать или грабить, или издеваться над кем-то, или насиловать кого-либо, или там еще что-то, еще что-то. То есть это социальные эксперименты, которые доказали актуальность того, о чем говорил Иисус Христос на время того, когда Он проживал, и неактуальность этого всего уже в наше современное время, потому что мы перерождаемся и становимся уже совершенно другими людьми, уже не теми, которые были во времена повествования Иисуса Христа. Хотел бы вас сегодня поздравить. Сегодня Вознесение Господне, это праздник, который празднуется спустя 40 дней после Пасхи христианской. И мне бы хотелось сказать об этом празднике. Это праздник, фактически дающий человеку понимание, что жизнь не очень плотская. Она говорит о том, что наше плотное физическое тело, оно есть точно так же, как и бесплотное физическое тело. Дух Божий, который находится в человеке. И это показал в свое время Иисус Христос, который вознесся перед учениками после того, когда его распяли. Он 40 дней приходил к своим ученикам и 40 дней с ними общался. И на 40-й день, то бишь сегодня, он превратился в облако и исчез. Вознесся, объединившись фактически с Богом. При этом после этого вышло два мужчины, я так предполагаю, что это два каких-то ангела, возможно. Я там не присутствовал, возможно, это метафорическая история. И они сказали, один мужчина был светлый, а другой мужчина был темный. Они сказали апостолам Христовым о том, что апостол вознесся, о том, что каждый вознесется и так далее. Именно поэтому... Почему я это все говорю? Дело в том, что мы недооцениваем свое бестелесное поле, мы недооцениваем свое сознание, мы недооцениваем свои чувства. Так вот, этим самым нужно понять, что наше бестелесное очень часто имеет больше значения, чем наше телесное. Мы своим бестелесным можем лечиться, мы своим бестелесным можем воспитывать свое тело. Жизнь так устроена. Физическим телом управляют гормоны, а гормоны заставляют человека совершать ошибки. То есть там желать мужчину, который не хочет женщину, не понимая, что мужчина это не игрушка, это человек со своим характером и так далее. И после этого добиваться, манипулировать, производить там жестокие чувства по отношению к этому мужчине или женщине. Забирать, воровать, ругаться, добиваться, орать и так далее, блудить, обжираться. Это все наши физические проявления, которые есть в нашем физическом теле. Сознание же наше, оно просто управляющее устройство. И сознание, оно просто живет, наблюдая над тем, как это тело. Но душа следит бесконечно за тем, чтобы у человека было движение к Богу, чтобы человек становился более добрым, чтобы человек становился более милосердным, терпеливым. И эти два элемента, они очень активно работают. Когда человек бесконечно
погружается в то, чтобы там ищет постоянно полового партнера, хочет только жить так, чтобы объедаться и лежать, не думает о духовности, не думает о милосердии, не думает о Боге, не видит окружающего прекрасного мира, не ощущает радость своей жизни, его душа начинает угнетать его физическое тело, фактически заставляя сознание прийти к тому, что нужно расти духовно. И в этот момент формируются заболевания. И эти заболевания, они контролируются душой. То есть человеку помогают быстрее переродиться, заставляя его болеть. Наше физическое тело управляется через живот, наша душа управляется через грудь и наши чувства. Наше сознание — это то, что мы ощущаем в себе, наше сознание может общаться с нашей душой. Самый простой метод — это пообещать душе, что мы будем в своей жизни добиваться духовного роста и попросить ее не так мучить наше физическое тело. Это и называется молитва. К своей душе обращаясь, необходимо говорить: ты моя хорошая, ты моя прекрасная, ты моя возвышенная, любимая душа. Помоги избавиться от моих заболеваний. Я обещаю тебе терпения, я обещаю тебе веры в то, что будет хорошо. Я обещаю тебе духовный рост. Я не буду больше злиться на окружающих людей. Я не буду ненавидеть. Я буду более божественным человеком. Я буду стремиться быть хорошим человеком. Я буду выражать и контролировать все проявления добра. Я одену тебе, душа, и себе орден, и напишу надпись на нем: я хороший, добрый человек. И вот с таким намерением, вот с такой молитвой вы можете попросить свою душу, чтобы она помогла справиться с заболеваниями. И второе, это когда человек, допустим, говорит: я помогу тебе, душа, справиться с моим неконтролируемым физическим телом. Я проголодаю. Тем самым покажу тебе, что мое сознание может управлять этим физическим телом, что мое сознание сильнее, чем это физическое тело. Физическое тело — это как пьяная, наглая женщина. Жирная, пьяная, наглая, старая женщина, которая напилась и которой все на всем наплевать, ей нечего терять, она хамит, ругается, плюется, рыгает, падает, непонятно чего хочет, то она ест, то она пьет, и управлять ей невозможно. То есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон. Но наше сознание за счет нашей души, как один из элементов духовного роста, должен воспитывать наше физическое тело. Один из элементов воспитания — это дисциплина, когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело, когда дисциплинирует чувства, когда человек начинает: ой, почему, что ж такое, что-то надо сказать, да стоп, что ж это такое, сколько может это продолжаться, что это за каша-малаша. Или там болит где-то, нужно сказать: стоп, сколько можно болеть, я тебе не разрешаю болеть, хватит уже, сколько можно. Вот таким образом наше сознание, увеличивая свою силу, может воспитывать наше физическое тело, дисциплинируя его. Понятно? Это очень важно, и это сегодня важно, как раз в день вот такого вознесения. Это великолепно. То, о чем я вам говорю, это некое духовное целительство, которым может заниматься человек сам с собой. И это духовное целительство, я прошу на него обратить особенно внимание, потому что оно действительно является одним из самых мощных эзотерических методов помощи человеку. Допустим, когда мы приходим в церковь, но не ту церковь, которая называется христианская, православная или даже католическая, ну и возможно и в них, но, допустим, приходим к пастору, у которого очень большое количество излечений или исцелений. Как работает механизм? Когда мы говорим «Господи», то мы фактически обращаемся к своей душе. То есть мы говорим: Господи, я славлю Тебя, аллилуйя. То есть мы хвалим свою душу, мы обращаемся к ней. Она находится у нас в груди. Она постоянно связана с Богом. Это наш мост между Богом и нами. И когда мы говорим: слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, Господи, спасибо Тебе, то это мы подключаемся фактически или создаем мостик нашей души. Проявляя к ней нежность или проявляя к ней восхищение, мы обретаем от нее милость. После этого говорим: пусть мои заболевания
К чему мы это говорим? Мы обращаемся к своей душе, и потом говорим: аллилуйя, это то же самое, что ура, хорошо, это скоро произойдет, включая тем самым веры. То есть фактически, эзотерически рассматривая духовное исцеление, мы начинаем понимать, к кому происходит обращение. То есть когда они говорят: аллилуйя, Господь, знайте, они не говорят с Богом, потому что Бог с человеком не общается. Он с ним общается только через его душу. То есть сначала хвали душу, сначала ей радуйся, что она в тебе есть, и после этого проси ее. Прошу тебя, душа, исцели мое тело, прошу тебя, душа, помоги моим рукам, прошу, дай мне сил. Вот таким образом, обращаясь к своей душе, не забывая ее хвалить, мы фактически работаем с собой. То же самое происходит, когда человек приходит в церковь, ставит ручки и говорит: Господи, помоги. Вы не к Богу обращаетесь, вы к душе. А вот когда человек говорит: Бог меня услышит и так далее, то вы, как ясновидящие, в дальнейшем можете увидеть. Когда человек начинает просматривать других людей как ясновидящий, то он начинает видеть, что на каждом человеке находятся паранормальные или негативные энергии. Они обычно входят через тело человека или входят или залазят из земли по спине и обычно выходят за пределы головы и вот так нависают, запеленовывают глаза, запеленовывают, проникают в мозги через нос, через рот, проникают в физическое тело. И вот эти вот элементы, они еще и вокруг человека находятся. Это элементы, которые врываются в его энергетический кокон. Это элементы, которые могут создать у человека агрессию, блуд, которые могут создать... Они питаются физической энергией, хотя сами являются ментальной энергией или астральной энергией. И это все вокруг человека находится. Вот обычный человек, который далек от эзотерики, вокруг него находится очередь из вот таких вот энергетических сгустков. Это и мертвые души какие-то, это мертвецы, это могут быть лярвы, это могут быть просто эгрегоры и так далее. Человек, он в этой массе находится все время. Если человек просто складывает руки и говорит: Господи, помоги мне, Господи, помоги, знайте, в этот момент они для него являются Господом. Таким образом, именно они воспринимают, будто это молитва к ним. Именно поэтому, когда человек не обращается к своей душе, а напрямую, как он думает, обращается к Богу, он обращается к лярвам, которые настолько вырастают, что становятся фактически в своих собственных глазах бесконечным помощником, бесконечным элементом влияния, и человек фактически разрешает им воздействовать. Именно поэтому, когда человек имеет неприятности и молится Богу, говорит: Господи, помоги, Господи, спаси меня, то у него не улучшается состояние, а тысячекратно ухудшается. У него появляются по-настоящему неприятности, по-настоящему проблемы, по-настоящему зло. Именно поэтому прямое обращение нехорошо. Но мы можем обращаться как эзотерики к своей душе. Это единственный элемент, который является огненным элементом, который без конца выходит из человека и входит во время его вдоха и выдоха, проникая через проекцию астральных существ. И это то, что соединяет человека с массой или с массированным телом божественной. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я ученик 3-й ступени. Скажите, если сын является энергетическим должником своей матери, то, выполняя эзотерические практики, у кого будут происходить изменения в жизни? Как правильно откупить себя? Хочется ведь жить своей жизнью. Если вы должник у матери энергетический, то вы должны откупать себя у мамы. То есть вы должны ей платить все время кэш, или деньги, или делать подарки, или еще что-то делать. Я могу сказать, что я выделил определенную сумму денег, которая каждый месяц поступает моей маме. И я это сделал предумышленно, потому что я понимаю, что это может сделать или не может, а делает меня более состоятельным человеком. Так я выкупаю себя. А долг пожизненный, то есть это нужно делать пожизненно. Вариант никаких вообще вариантов. Вы дорого оцениваете свою жизнь? Дорого. Вот насколько дорого оцениваете, столько это и стоит. А что входит в жизнь? Все, что вы имеете на сегодняшний день. То есть смотрите, я там имею это. Если все вместе собрать и сказать, сколько это стоит, то после этого я эти деньги для того, чтобы откупиться от матери, должен отдать финансово. Но я же этого сделать не могу. Таким образом, я фактически все, что я имею, это мой долг перед моей мамой. Вы представляете, за то, что и папой, за то, что они меня родили. Можно ли откупиться? Да, можно откупиться.
Отдайте все маме. Что такое божественная энергия? Могу рассказать вам еще раз. Однажды, когда-то очень давно, занимаясь длительным периодом эзотерическими практиками, я вошел в состояние, это было состояние, которое выглядело так. В какой-то момент почувствовалось и увиделось прямо с закрытыми глазами, отсеклось вот восприятие себя, где я нахожусь, что я думаю, о чем я думаю, кто я. Все это исчезло в какой-то момент. И произошло ощущение, как будто бесконечные золотые волны. Я золотые волны бесконечные, вокруг огромное количество вот этих золотых волн. И в сознании, и в чувствах было такое ощущение, как будто это бесконечная защищенность, бесконечная вечная, бесконечная неторопливая, бесконечная радостная, бесконечная чувственная, бесконечно любвеобильная, бесконечно защищенная и бесконечно бесконечная. Вот такое состояние было. Потом, когда я пришел в нормальное состояние, то я понял, что наше сознание, наша душа, она связана именно с вот этим веществом бесконечного, радостного, бесконечного любящего, бесконечного защищенного, ни о чем не думающего вещества. Когда я пришел в себя, то у меня со временем сформировался стресс. Почему? Потому что начали появляться мысли, что мир, в котором мы проживаем, и с его перерождением и всем остальным, это бесконечные элементы перерождения и страдания, и фактически похожи на бесконечное барахтание человека с его там проблемами, заболеваниями и так далее. Очень похоже на бесконечные вот такие бессмысленные барахтания, потому что рано или поздно человек все равно умирает, объединяется с этим бесконечно своей основой. И я могу сказать вам, что то состояние, в которое мы попадаем после нашей смерти, и в то состояние, в которое мы приходим после смерти, это состояние даже на 1 секунду, это состояние более настоящее, чем то состояние, в котором мы сейчас находимся. Почему человеку не дают возможности общаться с этими состояниями? Если бы люди хотели общаться и могли бы общаться, то они бы не хотели рождаться. Потому что появлялось бы ощущение бессмысленности. Именно поэтому человеку не дают возможности прикасаться к божественному. Но, в общем-то, теперь мы понимаем. Поэтому я все время говорю, да не нужно относиться так серьезно к своей жизни. В жизни важны чувства, об этом я тоже говорю, потому что чувства связаны с душой, и это то, что контачит. С нами происходит не то, что мы думаем и хотим, с нами происходит то, что мы чувствуем. Чувствуем страдания, получаем страдания. Чувствуем радость, радость привлекаем. Так мир устроен. Вот. Поговорили о политике, о Моргенштерне и так далее. Жаль, конечно, жаль этих детей, которые окунаются в эту грязь. Дело в том, что человеку нужно говорить о том, что существует все-таки, существует радость другая. Это радость просто того, что человек живет. Что не может эта радость, которой ты живешь и ты ее ощущаешь, она не может замениться синтетической радостью. Синтетическая радость, она недолгая. Алкоголь — это синтетическая радость. Наркотики — это синтетическая радость. Многие на это подсаживаются, и потом они даже не понимают, что радость жизни может тоже увеличиваться. Как это все устроено? Когда человек живет, он же не обучает себя, что ему нужно радоваться. А если обучать себя, что нужно радоваться, то тогда все начинает приносить радость. Какие должны быть школы? Дети во время первого занятия в школе должны говорить: я получаю радость от того, что я в одежде, я получаю радость от того, что я кушал, я получаю радость от того, что у меня есть мама, папа, я получаю радость, что у нас нет войны, я получаю радость, что у меня есть возможности обучаться, я получаю радость, что у меня есть эти знания, я получаю радость, что я могу заниматься, я получаю радость, что у меня есть желание прыгать и скакать, я получаю радость, что есть на улице погода. Вот этому нужно обучать. Тогда люди будут целой системой расти, они будут расти счастливыми. У них радость будет увеличиться. О, дождик пошел. О, надо же. Знаете, как я к этому пришел? Потому что лежал умирающий, потому что 2 перелома позвоночника, открытый перелом руки, и там выбитая половина лица без зубов там, и так далее. И это было очень тяжело, потому что отлежав 9 месяцев в скафандре, перевязанный весь, после чего, обучаясь заново ходить, через 1,5 или 2 года
поставили диагноз. Сначала думал, это у меня кашель, пневмония. Лечили все врачи мне несколько лет пневмонию и лечили туберкулез. Считали, что у меня туберкулез. Там что только не лечили. А потом оказалось, что это у меня увеличенное средостение и лимфогранулематоз. После этого начинал я лечиться заново. И, конечно, для меня это был стресс. Вот когда я весь лежал, и когда у меня перед глазами была бесконечная пелена, когда слезы душили мне горло, и я думал, что дальше некуда, и хуже было, потому что не работал кишечник, был микроинсульт, и все тело ломало, работать не хотелось, и не было ничего не хотелось. Ни секса, ни еды, ни жизни. Весь мир был бесконечная кастрюля, закопченная с середины с гниющей едой. Вот тогда я понял, что нужно себя обучать. Я начал говорить себе, что нужно обучать радости, потому что ее не было ни в каком виде. Я в жизни своей уже на то время и деньги имел, и женщину, и хороший бизнес, но радости не было у меня. Никакой, ни одной, ни в каком месте, нигде. Жизнь не приносила радость. Радость приносила там беспорядочные половые связи, приносил алкоголь, может быть, приносили там какие-нибудь встречи с друзьями, которых я искренне, если честно, не любил, а только использовал. Жизнь была связана с тем, что я зарабатываю, а когда не получалось зарабатывать, я искренне страдал, разочаровывался, считал людей какашками и так далее. Я был человеком, который жил в состоянии первого уровня, а дальше болезни. Это состояние обвинения. Обвиняй себя, обвиняй вокруг себя, обвиняй всех вокруг себя, обвиняй весь мир. Это состояние, которое называется первый уровень или самое нижнее дно человека, обвинение. То есть я жил через призму обвинения, это закончилось поломанным позвоночником, поломанными лицом и рукой. Это закончилось потом долгим лежанием и обвинением всех окружающих в том, что они некомпетентные дурачки, после чего онкологическим заболеванием. И выход из этого всего, вот пока не пришло понимание, а это было очень сложно, это как бороться, как Дон Кихот, бороться с мельницами. Мягкое понимание и воспитание в себе, что все равно что-то хорошее в моей жизни есть, и долгая работа над собой, больше чем 5 лет. Я себя воспитывал, что нужно радоваться погоде, что погода это хорошо, что люди это хорошо, что каждый имеет право там быть вредным или невредным. Главное, что я этого человека люблю и обожаю. Главное, что мы живы, и главное, что есть, и главное, там, в чем я одет, и главное, что я сегодня проснулся. Просыпался, говорил, да не важно, что у меня болит, главное, что проснулся. Мог бы не проснуться. Понимаете? И вот плавно я себя научил радоваться. Сейчас это происходит уже само по себе. Что бы ни видел, как бы ни происходило, все приносит хоть чуть-чуть элемент радости. Дети радуют, близкие, плохие настроения радуют, хорошие настроения радуют, позитив. Вот в этом состоянии я и живу. Ругаемся ли мы или нет? Это не имеет значения. Я объясню почему. Можно ругаться и ненавидеть, а можно ругаться и обвинять. У меня такое бывает. Я могу отругать и поцеловать, понимаете? Почему? Такой мир, так оно все устроено. Я не Полиенко Александр, который живет по принципу «я фригидный мужчина». Я Дуйко, а я живу как мне хочется. Я живу как мне хочется, это проявляется в том, что если нужно там кого-то отчитать, я отчитаю и не буду избегать возможности там промолчать. Поэтому, если у меня охранники или сторожи или производство, я могу позвонить и сказать: вашу мать, давайте мне там то-то, то-то, вот так. И могу и похвалить и сказать: спасибо, я это вижу, знайте, что я обращаю на это внимание, и мне нравится то, что вы это делаете. Я так живу, понимаете? Я не фригидный мужчина, как Александр Полиенко. Потому что переводить все в то, что нужно быть абсолютно меланхольным, так не может быть. Мы не такие люди. Нам надо и вот это, и надо и вот это. Мы должны быть и такими, и такими. У нас же две стороны. У нас и тестостерон, и эстрадиол, понимаете, они борются. Но на первое место я все равно ставлю элемент быть все равно добрым человеком. Я не хочу убивать, я против войн, я не хочу, чтобы люди распадались. Я за то, чтобы было созидание, чтобы поля росли, чтобы леса жили, чтобы солнце светило, чтобы дети росли, чтобы чужих детей не было, чтобы
бедные бабушки, получающие 1200 гривен пенсии, могли как-то выживать, чтобы им дети помогали и так далее. Но какая у нас миссия? Мы же не можем ничего, понимаете? Мы не можем там становиться политиками, мы не можем становиться президентами, мы не можем становиться кем-то. Наша политика — это высокий духовный рост. Мы стремимся изменить себя для того, чтобы окружающие люди брали пример. Мы стремимся... Объясню почему. Сегодня я смотрел, нечаянно у меня нечаянно выдало, видно, кто-то дома смотрел из детей, нечаянно выдало вот тему популярной музыки. Ведь всегда популярная музыка, она влияла на людей. Давайте вспомним 30-е годы, какие были песни. Нам песни строить, и жизнь помогает, она всегда нас ведет и зовет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. О чем песня? Она говорит о том, что человек должен двигаться вперед, не страдать, о том, что его это к чему-нибудь приведет, у него появился стимул и так далее. Далее, потом были песни, которые пел, допустим, Антонов там, или Гнатюк, там, «Птица счастья завтрашнего дня, выбери меня», выбери мотивация, веры в то, что все будет хорошо. Песни о любви в фильме, допустим, «Служебный романс», там, которые говорили, и вообще служебный романс, или песни, вот, или те фильмы, где не было малолеток, которые с накачанными губами и сисяндрами там соблазняют кого-то за деньги и так далее. Там были люди, которые ходят на работу, которым за 40 лет, и которые находят в себе силы, несмотря ни на что, создать семью, несмотря на то, что она руководитель, а он обычный подчиненный, но между ними вспышка и любовь, и там рассказывается о том, что не нужно предавать любовь, даже если она старая, что есть какие-то этические соображения. Мир, в котором мы жили, он был прекрасный, понимаете, и сейчас. Тогда была идеология, это идеология и вера, что все справедливо, что все честно. А сейчас вот я посмотрел на то, что есть. Вот смотрите, популяризация гомосексуализма, популяризация проституции, популяризация, вот допустим, самый популярный сейчас популяризатор, это Моргенштерн, допустим. Посмотреть на этого мальчика, и я посмотрел песню, которая вышла 5 июня. Там я посчитал слово «фак», что в переводе на русский язык обозначает то, что написано на заборе, произносится на протяжении всей песни больше 79 раз. А если точнее, 76. Тем самым я хочу вам сказать, что это прямая угроза тем детям, которые живут. И все же на него равняются. Они хотят много денег, они хотят всех посылать, они хотят быть агрессивными, они хотят красить ногти, они хотят... А это же все элемент безверия. Почему он произошел и почему так все сейчас работает? Я вам вчера рассказывал. С одной стороны бюрократическая подушка, им нужно кормиться, а с другой стороны люди, которые должны противостоять. И мир создает Моргенштерна, который убирает у этих людей возможность веры, возможность нормального существования, который говорит, что единственный метод — это обдолбаться, унюхаться, забухать, кого-нибудь убить, объединиться, отобрать. То есть это фактически эволюционная модель построения сценария насилия, которая будет развиваться по моделированию идеологии, которая в свое время была в Чили, Перу, где с одной стороны очень богатые люди, а с другой стороны классы и наркокартели, которые бесконечно воюют друг с другом с огромным количеством массы, которые и одна и другая система пытается всячески донимать, эксплуатировать, уничтожать и так далее. Да, это та модель, которая формируется за счет, он сам этого не понимает. Но то, что это хавают, как раз говорит о этой модели. Почему я это говорю? Эта музыка уже существовала. Она существовала в Чили, она существовала в Перу, и она существовала до момента того, когда система точно так же развивалась. Были люди, которые были довольны, были те, кто на кого-то работал, все как-то мирились между собой.
Бюрократическая система росла, она налогами уничтожала людей, и начали появляться музыка, противостоящая этой системе, так как цензуры не было. С другой стороны начали появляться люди, которым нужно было закинуться, которым нужно было уколоться, контролировать наркопритоны, контролировать порно, контролировать свободных женщин, там делали из этого, делали гомосексуальных людей, делали из этого купи-продайную систему. И сейчас с одной стороны наркокартели, с другой стороны картели людей, которые у власти воруют, с другой стороны эти несчастные люди, которые еле там выживают между огнем и между небом и землей, пытаются как-то выживать там и так далее. Ну вот это наш сценарий. Я когда-то говорил уже несколько лет назад, мы живем по мексиканскому сценарию. То есть у нас все для того, чтобы это произошло. И мы единственные, кто может это изменить. Мы, ученики школы Кайлас, люди, участвующие в РТЕ. Минусы этого всего. Минусы уже есть. Вы просто видите только внешнюю часть, а есть еще внутренняя. Это когда там закрывают счета, когда там экономически как-то влияют на нашу школу. Вы просто не знаете этого всего, а это есть. Потому что сподвижники и те люди, которые хотят что-либо сделать в этом мире, они всегда являлись теми людьми, которые не нравились никому. Никто не хочет эту правду слушать, потому что сейчас нужно говорить о том, что вот этих огромную систему этих там народных депутатов, этих всех служителей Фемиды и служителей всей вот этой вот фигни, их нужно сократить в 50 раз. Оставить их там, я не знаю, 300 человек, чтобы управляли страной. А всех остальных убрать вообще нахрен, чтобы их даже не было. И после этого оставить только там исполнительные какие-то руки, и их не сокращать. Потому что у нас управленцев вот столько, милиции вот столько, а людей, которые это все оплачивают, вот столько. И получается, а должно быть наоборот. Те, кто оплачивает вот столько, а управленцев вот столько. Это же разумно, понимаете? Это же разумно. А у нас наоборот, поэтому людям все хуже и хуже. Появляются Моргенштерны, которыми движет сила эволюции, которые говорят о том, что нужно оружие, что нужно объединяться, что нужно колоться, что нужно забирать, что нужно нападать. Они сначала маленькими будут, потом они будут большими, а потом будут картелями, потому что найдется кто-то, кто их объединит. И они будут слушать вот эту музыку. Для них это будет новым этапом их эволюционирования. Именно поэтому это и появилось. Вот так. И этим всем управляют цари, которые у власти находятся, у которых нет ни совести и которые не хотят изменять эту систему. Вот и все. Почему? Идеология. Они воры, и они люди с очень низкими тонами. Но мы с помощью серебряной волшебной палочки изменяем это все, и эту традицию изменяем. Поэтому такие удивительные изменения во всем мире. Я хотел бы рассмотреть аспект более духовный такой. Он заключается в том, что когда вам плохо, во время того, когда вы голодаете, вы должны говорить себе: я ощущаю себя плохо, и вот это плохое, что я ощущаю, это и есть мой путь стенания при преодолении моего заболевания. Понятно? Вот давайте еще раз. Допустим, там начинает вам плохо, вы уже не можете, хочется кушать, и говорите: я это посвящаю борьбе со своим заболеванием там, сустава, чтобы он мне не болел. Мое стенание посвящаю этому заболеванию. Или я это стенание, или вот эту боль, или вот это страдание, я его посвящаю подавлению своего заболевания. Таким образом, вы или в случае, если вы голодаете и у вас все хорошо, вы можете говорить: я посвящаю эти страдания своему будущему материальному благополучию. Можно голодать, и этот голод является страданием. И такое страдание, оно помогает нашему физическому телу, потому что наша душа обычно включает болезни в нашем теле из-за того, что человек не хочет духовно расти. Сознание при этом может направлять нашу душу и объяснять ей, потому что душа, она тоже прислушивается и понимает. Именно поэтому наши стенания и наши истязания, которые связаны с нашим голодом, они бессмысленны, если ничего не говорить. И они имеют смысл, если их чему-либо посвящать. Допустим, в случае, если человек бедный, он может голодать, посвящая свои страдания своему дальнейшему материальному благополучию. Если человек не женатый или холостой, или там незамужняя,
то это можно посвящать, вот такие страдания посвящать своему замужеству и так далее. Посвящать отдаче своего долга, посвящать там еще...